Приветствую, друзья! Продолжая разбирать резонансные события в мире, сегодня пройдемся по ряду важных новостей. Скандал в союзе Сары Вагенкнехт. Сможет ли Сара Вагенкнехт избавиться от своей региональной коллеги Кати Вольф в Тюрингии? У министра обороны Германии Бориса Писториуса есть сомнения по поводу плана Фридриха Мерца по поставке ракет «Таурус» для Украины, так как это все влечет за собой страшные катастрофические последствия. Раскол в партии СДПГ. Голосование за черно-красную коалицию может быть провалено. Лидер партии Саския Эскин бьет тревогу и умоляет однопартийцев поддержать коалиционные соглашения. Начну с первой скандальной новости. Сара Вагенкнехт, лидер партии на федеральном уровне, явно недовольна заключенным соглашениями, которые региональное политическое объединение «Союз Сары Вагенкнехт» оформило в Тюрингии для формирования коалиционного правительства с партиями ХДС и СДПГ. В ее понимании такой компромисс не отображает политические принципы, которые она изначально заложила в платформу своего движения. Отношения между Вагенкнехт и Катей Вольф, это глава регионального отделения партии в Тюрингии, заметно обострились. И теперь, прямо накануне важного партийного события, позиции Вольф начали пошатываться. Хочу заметить, что на ее место активно претендует приближенная соратница самой Сары Вагенкнехт. Неужели назревает перестройка в руководстве Тюрингского отделения Союза Сары Вагенкнехт? Всего за 2 недели до важного партийного съезда в Гере депутат от Союза Сары Вагенкнехт Анке Вирзинг официально заявила о своем намерении баллотироваться на пост главы регионального отделения партии в Тюрингии. Вирзинг подчеркнула, что выдвигается совместно с другими единомышленниками. Она четко обозначила командный подход и желание изменить всю внутреннюю структуру партии в Тюрингии, намекая на смену руководства региональной партии. На данный момент официальными руководителями регионального подразделения Союза Сары Вагенкнехт являются Катя Вольф и Штефан Шуц. Оба они в заявлении выразили свою поддержку основному программному документу, предложенному региональным руководством к предстоящему съезду, и прозрачно намекнули на свое желание вновь возглавить партию на региональном уровне. В их совместном комментарии говорится, цитата: «Мы хотим в ближайшие годы с полной отдачей и в духе ответственности взять на себя руководство партии». Хочу напомнить, что политическое объединение «Союз Сары Вагенкнехт» участвует в формировании именно регионального правительства Тюрингии, которое в СМИ уже окрестили ежевичной коалицией, поскольку в нее входят ХДС, тот же «Союз Сары Вагенкнехт» и СДПГ. В новом кабинете министров Катя Вольф занимает пост министра финансов и вице-премьера, а ее коллега Штефан Шуц получил кресло министра инфраструктуры. Однако, несмотря на официальные посты и политическое влияние, отношения между Вольф и основательницей партии Сарой Вагенкнехт остаются напряженными. И даже взаимодействие между региональным отделением и федеральным руководством партии можно охарактеризовать как проблемное и неоднозначное. В основе напряженности между Тюрингским и Федеральным союзом Сары Вагенкнехт лежит конфликт, который начался еще во времена формирования правительства в Тюрингии. Тогда в ходе коалиционных переговоров между ХДС, Союзом Сары Вагенкнехт и СДПГ разгорелись острые споры, особенно касающиеся оппозиции по вопросам войны и мира. Сама Сара Вагенкнехт, находясь в Берлине, вмешалась тогда в этот процесс и публично раскритиковала проект соглашения о переговорах, назвав его ошибкой. Она потребовала пересмотра и доработки коалиционного соглашения. Именно это вмешательство, в свою очередь, тогда поставило под угрозу создание так называемой ежевичной коалиции в Тюрингии, и с тех пор отношения между берлинским и эрфуртским руководством остаются напряженными. Генеральный секретарь Союза Сары Вагенкнехт Кристиан Ли в интервью отметил, цитата: «Тюрингии необходимы новые импульсы и свежие идеи». Но это еще не все. Одним из ключевых предметов спора стал именно порядок приема новых членов. В последнее время в земельном отделении Тюрингии все громче звучат голоса, требующие разделения партийных и правительственных должностей. Так Вольф и Шуц не только являются членами кабинета министров и сопредседателями партии, но также сохраняют свои мандаты и в Ландтаге. По словам генерального секретаря Союза Сары Вагенкнехт Кристиана Ли, руководство министерством требует много времени, и в результате страдает в первую очередь именно партия, особенно во время предвыборной кампании.
Согласно основному заявлению к земельному партийному съезду, региональное руководство Союза Сары Вагенкнехт в Тюрингии выступает за то, чтобы процедура приема новых членов проходила здесь, сразу, на местах, а не централизованно в Берлине, как это происходит сейчас. На данный момент Союз Сары Вагенкнехт действует в этом вопросе сдержанно. С момента основания партии, я напомню, решение о приеме новых членов принимается исключительно в столице, тогда как в других партиях это компетенция именно региональных отделений. С каждым днем противостояние между Сарой Вагенкнехт и региональным офисом в Тюрингии будут накаляться. Я буду вам сразу сообщать о новых изменениях, поэтому сейчас включите колокольчик и подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Следующая резонансная новость касается поставок ракет «Таурус». Совсем недавно будущий канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что Германия может передать эти дальнобойные крылатые ракеты Украине. Однако на конференции Социал-демократической партии Германии в Ганновере министр обороны Борис Писторис отреагировал на эти планы с явным скепсисом. Это уже сейчас показывает, какой накал страстей будет в новой коалиции и какая будет царить там напряженность среди партнеров будущей черно-красной коалиции. Борис Писторис критично высказался относительно идеи Фридриха Мерца. Мерц предлагает согласовать с европейскими партнерами передачу Украине ракет «Таурус». Однако Борис Писторис сразу же на конференции опроверг это заявление, будто он когда-либо поддерживал такую инициативу. Его прямая цитата: «Я никогда этого не говорил». Он подчеркнул, что хотя действительно существуют весомые аргументы в пользу поставки этих ракет, есть и много аргументов, хороших аргументов против, причем далеко не все из них можно открыто обсуждать в обществе. Кроме того, Борис Писторис выразил сомнения и возможности согласования таких шагов с другими странами Европы. Он прямо заявил, цитата: «Я не знаю ни одного европейского партнера, у которого есть такое вооружение. Так что с координацией все не так просто». Что здесь еще интересно, если вы не знали, то по мнению многих он, скорее всего, сохранит свой пост министра обороны и в новой черно-красной коалиции. Также Борис Писторис затронул тему чрезмерного интереса в Германии к отдельным видам вооружения. Он с иронией заметил, цитата: «Я не знаю, откуда это эротическое отношение к оружейным системам, у меня его нет». По его словам, ни в одной другой стране Европы так подробно не обсуждаются отдельные типы оружия, как это происходит сейчас в Германии. Для сравнения, на сегодняшний день только Великобритания и Франция передали Украине крылатые ракеты. Это системы Storm Shadow и Scalp, которые хоть и схожи между собой, однако по сравнению с Таурус уступают и в точности, и в дальности поражения целей. Мерц, в свою очередь, в минувшее воскресенье подтвердил свою позицию. В эфире передачи Карен Миоска он заявил, что Германия должна помочь Украине предоставить такие ракеты. При этом он подчеркнул, цитата: «Это не означает, что мы сами вмешиваемся в войну, но мы должны снабдить украинскую армию таким оружием». И снова уточнил, что подобные шаги возможны только при условии координации с партнерами по Европейскому Союзу. Цитата: «Это должно быть согласовано, и если будет согласование, тогда Германия должна в этом участвовать». Тем временем уходящий канцлер от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц продолжает категорически возражать против поставок ракет «Таурус». Он опасается, что такие действия могут втянуть Германию в прямой военный конфликт с Россией. И еще одна новость, которая говорит о глубоком расколе в партии Социал-демократической партии Германии. Внутрипартийная дискуссия достигла нового пика. Почти 360 тысяч членов партии СДПГ получили возможность решить, состоится ли коалиция с блоком ХДС-ХСС. Разработанная с Союзом программа правительства вызывает у многих социал-демократов неоднозначную реакцию. Особенно активно высказывается молодежь данной партии, она открыто протестует против части пунктов договора. Руководство СДПГ, в свою очередь, предупреждает о возможных последствиях данного отказа. Начиная с сегодняшнего дня, у 358 тысяч членов СДПГ есть ровно 2 недели на участие в голосовании по коалиционному соглашению. Онлайн-платформа для этого была открыта сегодня, пару часов назад, в 8 утра, и проголосовать можно до 29 апреля до 23 часов 59 минут. Уже 30 апреля партия объявит результат. Лидер СДПГ Заския Эскен активно агитирует за одобрение этого соглашения объемом 144 страницы.
По ее словам, в документе, конечно, есть и свет, и тень, и она подчеркивает значимость договоренности по таким вопросам, как смягчение долгового тормоза в целях усиления обороны, то есть это возможность государства брать новые кредиты, и создание специального фонда для инвестиций, а также меры по поддержке экономики. Цитата: «Я исхожу из того и надеюсь, что мы получим хорошую поддержку при голосовании», заявила Эскон. Однако для утверждения коалиционного договора требуется не только простое большинство голосов, но и участие, внимание, не менее 20% всех членов партии. Каждому социал-демократу было направлено письмо с персональным паролем, который вместе с номером членского билета дает возможность проголосовать онлайн. Для тех, у кого нет доступа к интернету, предусмотрена возможность лично отдать голос в офисах СДПГ. Некоторые важные предвыборные обещания партия все же сумела зафиксировать в коалиционном договоре. Это введение минимальной зарплаты в 15 евро в час и снижение налогов для низко- и среднедоходных групп населения. Но при этом жесткие пункты, которые касаются миграционной и социальной политики, вызывают споры. Молодежная организация партии «ЮЗАС» выступает резко против и требует проведения дополнительных переговоров. В ответ на критику лидер партии Ларс Клинпаль на диалоговой конференции в Ганновере заявил, что никаких пересмотров соглашения не будет и точка. Если коалиция с блоком ХДС-ХСС провалится, страну ждут новые выборы или, возможно, формирование правительства меньшинства. На данный момент только ХСС официально одобрила коалиционный договор на заседании правления. Пока поддержка от ХДС отсутствует, партия будущего канцлера Фридриха Мерца планирует вынести решение только 28 апреля на малом партийном съезде. Выборы канцлера в Бундестаг и присяга нового кабинета министров уже запланированы на 6 мая. Друзья, а что вы думаете, должна ли Сара Вагенкнехт сменить руководство в Тюрингии, которое идет вразрез с партийными принципами? Стоит ли Германии передавать ракеты Таурус Украине? И удастся ли СДПГ проголосовать за коалицию, несмотря на внутрипартийный раскол? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!